Шины Nitto созданы для тех, кто в восторге от своего автомобиля. Сегодня все должно было быть по-другому. Я должен был тестировать SLS AMG, пафосно ездить по Алмате, хвастаться этими дверями в стиле крыла чайки, но что-то пошло не так. И как выяснилось к концу этого дня, и слава богу, сегодня у нас Альфа Ромео 4C. Все, наверное, забыли про эту марку когда-то легендарную, когда-то известную, когда-то даже имеющую армию поклонников. Это Альфа Ромео, это автомобили из Италии, это младшие из семейства Феррари. Мы буквально несколько часов перемещались по городу, и вы знаете, я испытывал крайне серьезный дискомфорт. Автомобиль не видит, автомобиль не замечает. Если вы едете рядом с джипом, он может попросту вас переехать и не заметить. Машина очень маленькая, машина неприметная, несмотря на то, что она красная и кричит о себе. Я из Италии, я пришла оттуда, откуда пришли Феррари, Ламборгини и Пагани. Сегодня мы не будем ездить на ней по городу, мы не будем ни с кем гонять по прямой. Нет, сегодня мы запустили эту малышку там, где она должна гулять. Это рейстрек, это кольцо. Еще одна хорошая новость заключается в том, что нам досталась нестандартная 4C. Нам досталась доработанная версия, владелец в Алматы установил коробочку увеличения мощности, поменял подвеску, теперь в ней 290 лошадиных сил. Она на другой подвеске, и у нее даже есть слики, но мы сейчас ездим на гражданской резине, поскольку мы сюда приехали своим ходом сквозь дождь. Вы знаете, очень непривычно в рамках DT Test Drive рассказывать про двигатели, в которых меньше 8, 10 или 12 цилиндров. В этой Альфе маленький 4-цилиндровый двигатель объемом всего лишь 1,75 литра. Да-да, 1,75. Они гордо подчеркивают, что именно их объем 1,75. Это уже не 1,6, но пока еще не 1,8. Вот такие они эксклюзивные, эти ребята из Альфа Ромео. На этот скромный двигатель объемом 1,75 литра ребята поставили вполне нескромную турбину, которая с завода позволяет снять 240 сил. Вы скажете, что такое 240 сил против 800 сил RS7 или 1000 сил GTR? Но поверьте, у этой Альфы есть другой козырь – это масса. Масса автомобиля, как заявляют производители, составляет чуть более 900 килограмм. Чуть более 900 килограмм! И да, это очень и очень мало. Это меньше, чем у GT3 RS. Это меньше, чем у McLaren 675 LT. Это меньше, чем у всех BMW, у всех Mercedes'ов и у всех Audi, которые выступают на серийном рынке. Что вы еще хотите от хорошей итальянской зажигалки? Мало веса, задний привод и довольно неслабый двигатель. Что есть здесь в салоне? Да, собственно, ничего. Здесь есть климат-контроль, здесь есть какая-то музыка, и все, больше здесь ничего нет. Да, здесь много карбона, но в отличие от BMW, Mercedes и Audi, карбон здесь не понты, а необходимость, поскольку здесь карбоновый кокпит, который весит 65 килограмм. Он позволяет экономить огромное количество массы и, в принципе, отвечает за ту вкусную управляемость, за которую 4C полюбили ее поклонники. Инженеры Альфа Ромео не стали обижать малютку и поставили сюда вполне себе сносного робота. 6 ступней, 2 сцепления, преселектив. Переключается довольно быстро, и на треке я его не смог перегреть. Автомобиль даже слегка любит ехать боком.
в принципе, контролируется, пока вы не переходите рамки. Цена в России за этот автомобиль порядка 3 миллионов рублей. Да, недешево, но что вы купите для трека в эти деньги? Что вы купите такого, что может позволить вам сесть, выехать от дилера и сразу же поехать и показать какой-то результат, не развалившись, не перегревшись и не боясь за то, что ваша машина пролетит мимо поворота, поскольку в ней установлены сиденья с массажем. Некоторые из вас могут сказать, что красная Альфа-Ромео – это машина для девочек, но нет. Поверьте мне, эта машина не для девочек. И не потому, что на ней задний привод, не потому, что на ней среднемоторная компоновка, а потому, что на ней нет гидроусилителя руля. Они пожертвовали этим ради уменьшения массы. Вот это называется отсутствие компромиссов, а не то, что нам втюхивают BMW M, AMG и RS. Кстати, отсутствие гидроусилителя руля – это еще и забавный бонус, поскольку от потраченных усилий и сожженных калорий вы можете себе позволить пропустить вечернюю тренировку в фитнес-зале, но не стоит этим злоупотреблять. Трек уже закрыт, все уже уехали. 3 человека специально ждут, пока Гурам неспешно записывает речь для этого тест-драйва. А Гурам не торопится, потому что Гурам скоро улетит и попрощается с этой прекрасной итальянской девочкой, а он не хочет этого. Он хочет вкусить ее как можно больше, чтобы она ему запомнилась и чтобы эти ощущения остались с ним надолго. На примере спортсменов Lamborghini Aventador ассоциируется со 100-килограммовым борцом. GT3 RS – это поджарый-боксер весом до 70 килограмм. А что такое 4C? 4C – это легкоатлет. В нем 50 килограмм, он очень быстрый и он универсальный спортсмен. Примерно такие ассоциации у меня вызывает новая Альфа. Итак, что же мы имеем в сухом остатке? Для города это паршивый автомобиль. В нем нет шумоизоляции. В нем нет необходимых опций, которые есть даже на Ford Focus'ах. В него тяжело садиться, из него тяжело выходить. Он утомляет, и даже 70 километров на нем являются мучением. Он очень низкий. Невозможно себе представить, что вы будете передвигаться на нем каждый день. Но и не надо. Это автомобиль, который был создан, чтобы приезжать на трек и заставлять владельца улыбаться. Справились ли создатели с этой задачей? Я думаю, да. Грустно ли мне от того, что сегодняшний день я провел в компании Альфа Ромео, а не SLS AMG? Конечно же нет. Поскольку на мощные и быстрые полноприводные заднеприводные спорткары мы насмотрелись в Москве. Здесь, в Казахстане, мы хотели экзотики, и Альфа нам ее подарила. Это был Drag Times Test Drive из Кирвели Гурам, и до новых встреч! Вот как должен кричать настоящий автомобиль, когда вы не пристегнулись. Вот так, невозможно. Примерно как твоя жена. Евгений, а чем вы занимаетесь? Я смотрю твои видеоотчеты постоянно. Что за видеоотчеты? Не знаю, про машины, которые я не могу себе позволить купить. Он имеет в виду Drag Times тест-драйвы, которые вы можете найти на канале Drag Times Info в YouTube. Спасибо большое за рекламу, это была слаженная работа, и пятихатку потом тебе отдам. Они не очень.
Yeah.